Офис маркетинговой компании Дэвида Томпсона располагался на первом этаже оживленного городского района. Просторное, залитое светом пространство с открытой планировкой, стильными стеклянными перегородками и удобными рабочими местами выглядело безупречно. Однако идеальную картину нарушали незваные гости — мыши. Мелкие грызуны бегали по полу, прятались в шкафах и напоминали о себе шорохом, создавая дискомфорт для сотрудников. Дэвид, как опытный руководитель, решил действовать быстро. Он рассматривал разные способы борьбы с грызунами, но традиционные методы, ловушки и яды не подходили для современного офиса. Это и риск для сотрудников, и этическая сторона вопроса. Выбор пал на живое и экологичное решение — кота. Руководитель отправился в приют и взял оттуда очаровательного 6-месячного котенка. Новый сотрудник освоился мгновенно. У него появились уютное кресло, подоконник для дневного сна, игрушки и когтеточка. Уже на следующее утро кот продемонстрировал свою полезность, обнаружил мышиную нору и принялся ловить непрошенных гостей. Но помимо практической пользы, он стал настоящим источником радости. Кот запрыгивал на столы, укладывался на клавиатуру, играл с компьютерной мышью на экране, превращая офис в съемочную площадку комедийного сериала. Вскоре это превратилось в офисный ритуал. Сотрудники с улыбкой наблюдали за его проделками, приносили ему лежанки, лакомства и просто радовались его присутствию. Однажды утром произошло нечто необычное. Перед стеклянными дверями офиса сотрудники обнаружили несколько банкнот. Сначала никто не придал этому значения, может, кто-то обронил. Но картина повторялась день за днем. За закрытыми дверями сидел кот, а рядом с ним аккуратно лежали деньги. Кто их оставлял? Коллеги. Случайные прохожие. Никто не мог дать ответа. Сотрудники разделились на группы. Одни строили теории заговора, подозревая тайного доброжелателя, другие шутили о мистическом близнеце Дэвида, третьи искали рациональное объяснение. Любопытство взяло верх, и команда решила установить скрытое наблюдение. Один сотрудник принес портативную камеру, другой не сводил глаз с двери, третий изображал глубокую погруженность в работу. То, что запечатлела камера, превзошло все ожидания. Прохожие замечали кота через стекло, подходили поближе и начинали с ним играть через щель между створками двери. Они осторожно просовывали купюры 5, 10, 20 евро, а кот с молниеносной ловкостью хватал их и уносил внутрь офиса. Счастливые дарители уходили с улыбкой, а кот с чувством выполненного долга возвращался на пост. Офис компании находился в идеальном месте, рядом с торговыми центрами, кафе, пешеходными аллеями. Мимо проходили сотни людей, молодые семьи, пенсионеры, студенты. Многие специально заглядывали к знаменитому коту. Его уже знали в округе и ласково называли Баксом, прозвище намекало на его необычное пристрастие к купюрам. Имя прижилось мгновенно, став негласным брендом. Обычный офис превратился в местную достопримечательность. Прохожие бросали коту деньги просто ради забавы, чтобы поддержать необычную традицию или снять стресс. Кто-то хотел увидеть кота в деле, кто-то — внести вклад в офисную атмосферу. Весь процесс был абсолютно добровольным и спонтанным, но неизменно вызывал искренние улыбки. Дэвид и его команда задумались, что делать с собранными средствами. Оставлять себе было бы неправильно. После консультации с юристами они решили превратить забавный случай в благотворительную инициативу. Связались с местным центром помощи бездомным, наладили учет поступлений и в конце каждого месяца стали официально передавать собранные суммы. Это решение сплотило коллектив. Сотрудники с энтузиазмом следили за ростом кошачьего фонда, придумывали тематические акции вроде «Понедельника милосердия», когда особенно активно подкармливали кота купюрами. В конце месяца представители благотворительного центра приходили в офис, фотографировались с Баксом, а компания публиковала отчеты. То, что начиналось как забавный курьез, превратилось в осознанную социальную миссию. Кот стал не просто талисманом, а центром новой корпоративной культуры.
Сотрудников объединяла общая забота о нем и участии в добром деле. Люди отмечали, что стали внимательнее, эмпатичнее, научились проявлять инициативу не только ради прибыли, но и ради смысла. История Бакса быстро разлетелась по соцсетям. Фотографии кота с купюрами, забавные видео в замедленной съемке, где он ловко хватает банкноты, все это работало как естественный пиар. Компания получила узнаваемость без дополнительных вложений, став ярким примером того, как юмор и искренность могут работать на репутацию. Конечно, возникали и серьезные вопросы. Юридический статус пожертвований, налогообложение, безопасность кота, прозрачность передачи средств. Команда подошла к делу ответственно, консультировалась с бухгалтерами, вела строгий учет, оформляла все документы официально. Проект перестал быть просто забавной офисной легендой, превратившись в устойчивую социальную инициативу. В планах компании — расширение. Возможно, в офисе появится второй код, вырастет число благотворительных партнеров, будет запущена официальная страница Бакса в сетях с регулярными отчетами о собранных средствах. Уже обсуждается выпуск сувенирной продукции, кружек, футболок, значков, доход от которой также пойдет на помощь нуждающимся. Эта история — напоминание о том, как случайность может перерасти в нечто большее. Она показывает, что доброта, юмор и искренность способны не только поднять настроение, но и объединить людей, компании и целые сообщества вокруг общей цели. Дэвид, Бакс и их команда доказали, даже маленький код и горстка наличных могут стать началом большого пути к добру. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!